многие хозяева домов, которые расположены на этой исторической улице, они сделали такие небольшие импровизированные музеи. Вот, собирали разные предметы быта древние, в том числе попалась такая вот интересная ступа, в которой толокли все, что можно толочь, всякие разные семена и не только. Вот, ступа очень древняя, видно даже по внешнему виду, потому что используется она явно не одно десятилетие.问你，这个你用什么？啊，这个帽子你用什么做？这是吃的或者什么？这个围猪啊，围猪啊，知道。那个是米饭的，对吗？这个是小麦а, самый.知道. Ладно, все. Спросил крестьянин, для чего он с этим делает. Это делать корм для свиней, то есть они молят остатки уже отмолоченного риса, в общем-то, стебли
и перемалывают, и потом кормят этим свинюшек. Все в дело. Я так и думал, что для свиней. Угадал? Встретили тут очень интересная вещь, пока гуляли по деревне. Вот такие вот крыши, причем их тут сразу 3. Видимо, один хозяин любит делать именно такие крыши вместо черепицы, которые можно видеть повсеместно. Выслано прямо камнем. То есть такой камень, который легко расслаивается. И прям слоями камня выложена вся крыша. Деревня, конечно, впечатляет обилием интересных строений, обилием действительно таких старых зданий, не только, и действительно очень красиво, и такие мало, редко можно увидеть в современном Китае. Казалось бы, столько уже едешь, путешествуешь, и все равно находишь еще чему удивляться, и очень приятно это ощущение снова и снова ловить. Вот эта вот табличка, здесь написано Луши Джэнь Сяцун, то есть это Луши Джэнь, то есть деревня Джэнь, да, точнее, или даже село Луши, да, а значит нижняя деревня, то есть старый город, старая деревня. Потому что, почему написано Ся? Потому что есть еще Шан, то есть верхняя, которая выше построили над вот этим вот старым городом, старой деревней. Там уже все современные постройки, а вот внизу сохранилась, оказывается, эта историческая часть. Она как раз называется вот Луши Джэнь Сяцун, нижняя деревня Луши Джэнь. Здесь можно встретить в том числе и грецкий орех, который в более жарких условиях низкогорья или равнины, ему там не очень хорошо, а вот здесь высокогорье, здесь уже 2500 почти, он себя чувствует вполне себе замечательно. Вот тебе. Здесь есть несколько таких вот красивых деревьев, огромных, с красивыми корнями. Называется это все даежоншу, то есть большелистный фикус, большелистное фикусовое дерево. Вот. Они все пронумерованы. Вот это вот дерево номер 4. Написано, что ему больше 300 лет уже. Вот. Оно охраняется государством как такой объект природного наследия. Вот. Табличка присвоена ему в 2013 году. Вот так вот на себе крестьяне обычно носят грузы в Китае. В общем, ты поражаешься просто масштабом, который можно нанести на себе. Я, конечно, понимаю, что это легкая солома, вот, но все равно объем очень даже немалый. Вот, и очень часто бывает, что такие действительно тяжелые вещи носят очень хрупкие женщины.
Китае последние десятилетия очень много что строится впрок. Как, например, тут огромный комплекс, смотровая площадка, здесь очень много пустующих комнат, вот, красивейшие ворота, но здесь практически нет людей. То есть это деревня, да, она действительно деревня, в ней всего лишь 2-3 гостиницы, сейчас там, правда, наверху еще построят целый комплекс, который пока еще не открыт, вот, то есть все только-только начинается. Но я думаю, еще пройдет лет 5, если уже будет построена расширенная дорога сюда, будет толпа туристов, и все будет совсем иначе. То есть они очень много смотрят вперед, и потом они друг у друга учатся. Например, какой-нибудь начальник местного сельсовета съездил, значит, в столицу провинции, посмотрел, как там, значит, получил какие-то инструкции и начинают развивать свой район. То есть они вот это очень делают массово, масштабно, вот, и загодя смотрят вперед. Вообще вот такая долгосрочность планирования и не какое-то не извлечение какой-то сиюминутной тут же прибыли, выгоды или какого-то результата, это очень такой вот характерный для китайцев философский такой момент, то что они не ждут сразу результата. Они готовы подождать, они готовы вложить какие-то большие средства в то, что будет дальше. И это тоже такой один из очень больших и важных моментов, которые нужно у китайцев учиться, прежде всего нам. И прежде всего, это, в принципе, характерно, конечно, и западному тоже менталитету, когда извлекается такой максимальная прибыль за максимально короткий срок, никакого расчета на будущее не происходит. То есть происходит такое 7-минутное какая-то выгода и все. Это очень мне на самом деле не нравится. Я считаю, что это очень большое упущение, и особо это сильно, к сожалению, проявлено было. Сейчас, конечно, уже меньше, но еще есть над чем работать у нас в стране, когда тоже любой бизнесмен, там, он никогда не будет планировать там, на 5-7 лет вперед, он переживает, потому что есть нестабильность, есть, значит, какое-то непонятки, и он старается как можно быстро обернуть средства, и поэтому очень мало инвестируется в какие-то такие долгосрочные проекты. Вот. Это то, чему стоит учиться у китайцев. Я думаю, что рано или поздно это получится и у нас тоже. Красивым. А вот так мы покупаем чай, которого мало. Как правило, любого чая, который собирается именно, не смешивается от каждого фермера, его вот такое небольшое количество. Это здесь Шэн-Пуэр, который хранился несколько лет, там от 3 до 7 лет. Вот. Эксклюзив, можно сказать. Вот. Нашли его с большим трудом, но такое иногда можно найти у фермеров, если как следует поискать. Вот такие количества чая. Все это разные сорта, разные годы. Вот. Сейчас упаковываем и отправляем. Это у нас Баобэй, драгоценность. Кайфан Джали.
但是行车超Вот так вот. 如果不好讲的话，我哪说不了。万一说让他可能我一天啊。这50个歌。我在演车，你有。 Это же что такое делать? Если есть все была, да? 哪里没有？就这个小的。 Можно сначала кладбище. Сюда к сносу. У нас все есть.